В любой конфронтации мы инстинктивно ищем силу. Кто громче, кто жестче, кто ударит первым. Но Миямото Мусаси знал, самый опасный не тот, кто нападает, а тот, кто остается спокойным. Спокойствие – это не слабость, это искусство. Это оружие, которое не видно, пока не стало слишком поздно. В этом видео 4 принципа Мусаси. Они не только помогли ему выиграть десятки смертельных схваток, но и стали универсальной системой эмоционального равновесия. Это не просто стратегия, это внутренний путь. Если ты часто сталкиваешься с провокацией, напряжением или просто хочешь научиться не терять себя, ты в нужном месте. Что происходит с тобой, когда на тебя кричат? Внутри мгновенно загорается сигнал тревоги, гормоны стресса, напряженные мышцы. Разум сужается до одной мысли «ответить», «защититься», «победить». Ты больше не выбираешь, ты реагируешь, ты уже не ты становишься гневом. Мусаси понял, что в такие моменты проигрывает не тот, кто слабее, а тот, кто слишком быстро становится эмоцией. Он писал, что в конфронтации важно не то, что происходит, а как ты присутствуешь в происходящем. Именно поэтому он учил создавать внутреннее пространство между раздражением и действием. Что это значит на практике? Когда ты чувствуешь, что закипаешь, замедлись. Не уходи, не подавляй. Просто назови «я чувствую раздражение, я злюсь». Этот шаг простой, но радикальный. Ты выходишь из центра бури и становишься наблюдателем. Не действуешь из гнева, а рядом с ним. Пример. Тебе пишут грубое сообщение. Вместо мгновенного ответа – пауза. Ты читаешь его не один, а как будто с собой-ментором. Что сейчас хочет мой гнев? Ответа или победы? А что хочу я по-настоящему? В этой паузе ты начинаешь выбирать. Ты становишься не реакцией, а причиной. Мусаси не игнорировал эмоции. Он приглашал их, чтобы видеть насквозь, чтобы даже перед ударом оставаться человеком, а не превращаться в ярость с мечом. Эмоциональная дистанция – это не холод, это ясность. Это когда внутри тебя тишина, а снаружи может быть шторм. И кто в этой тишине, тот и ведет. Мусаси однажды сказал: «В бою побеждает не тот, кто быстрее, а тот, кто раньше понял, что будет дальше». Большинство людей живут в режиме реакции. Конфликт случается, и они удивлены. Злятся, и уже поздно. Они действуют из-под удара, забыв, что опасность почти всегда подает сигналы заранее. Мусаси изучал врага еще до дуэли. Он знал темперамент, привычки, даже любимый прием. Все это выдает предстоящие действия. Не потому, что он читал мысли, а потому, что он наблюдал закономерности. Это навык, и его можно тренировать. Перед сложным разговором остановись на 30 секунд. Задай себе 3 вопроса. Каково сейчас эмоциональное состояние этого человека? Чего он действительно хочет от этого разговора? Как он, скорее всего, отреагирует на правду, на критику, на отказ? Это не психология, это стратегическая ясность. Пример. Ты знаешь, что твой начальник не любит спонтанности, и ты идешь с новой идеей. Если ты не подготовился, получишь жесткий отпор. Если ты предвосхитил, ты уже формулируешь предложение с учетом его сопротивления. Так, ты не ждешь удара, ты стоишь там, где он не попадет. Почему это важно? Потому что внезапность – это враг ясности. Когда тебя застали врасплох, организм выбрасывает весь арсенал стресса. Ты вжимаешься в себя, мысленно убегаешь или кричишь. А если ты предвидел, ты в бою, но не в панике. Ты внимателен, но не захвачен. Мусаси однажды нарочно опоздал на дуэль. Противник пришел раздраженным, разгоряченным, а он вырезал себе меч на лодке. Это не была дерзость. Это была психологическая расстановка. Он знал, если ты не готов к реакции другого, ты уже внутри его игры. Предвосхищающее осознание – это когда ты не только видишь поле боя, но и внутреннее состояние каждого игрока. Это тишина перед бурей. Но в этой тишине ты хозяин. Ветра. Когда напряжение достигает пика, тело предает тебя первым. Ты еще ничего не сказал, а дыхание уже выдало твою панику. Мусаси наблюдал в бою дыхание опытного воина, как ритм внутреннего барабана. Если оно сбивается, сбивается все. Мышление, внимание, точность. Но вот в чем сила?
Дыхание – это рычаг доступа к разуму. Ты не можешь сразу остановить гнев, но можешь изменить дыхание, а дыхание изменит все остальное. Когда ты боишься, дыхание рвется. Когда ты злишься, оно становится коротким, поверхностным. Когда ты спокоен, дыхание медленное, глубокое, устойчивое. Мусаси обучал особой схеме дыхания. Вдох на 4 счета через нос, короткая задержка, медленный выдох на 6 счетов через рот. Один цикл, и ты уже не в эпицентре, ты в центре себя. Это не просто техника для схватки. Это инструмент, который можно применить в любой ситуации. Перед важным разговором, во время спора. В момент, когда ты чувствуешь, что сейчас сорвешься. Пример. Ты получаешь неприятную новость, тело сжимается, импульс ответить резко, но ты делаешь один медленный вдох. 4 задержка, 6 ты все еще чувствуешь, но уже не внутри реакции, а рядом с ней. И это расстояние – твоя свобода, твоя сила, твое возвращение к самому себе. Мусаси понимал, пока ты не управляешь дыханием, ты не управляешь ничем, ни телом, ни голосом, ни решением. В мире, где все говорят быстро, реагируют мгновенно и дышат, как будто убегают, тот, кто дышит глубоко, становится основой спокойствия для всех. В конфронтации легко забыть, зачем ты здесь. Когда эмоции закипают, цель исчезает, остаются только обида, защита, ярость. Слова превращаются в удары, действия в импульсы. Ты уже не решаешь, ты сражаешься. Но Мусаси учил цель сильнее эмоции. Если у тебя нет ясного намерения, ты играешь по чужим правилам. Тебя ведут, тебя направляют, тебя используют. В книге «Пяти колец» он писал: «Воин не должен стремиться ударить первым. Он должен быть сосредоточен не на моменте, а на исходе». Что это значит в повседневной жизни? Перед сложным разговором задай себе вопрос: зачем я в это иду? Что я действительно хочу? Один четкий ответ, одно предложение: не победить, не доказать. А, например, я хочу быть услышан, я хочу сохранить уважение, я хочу защитить границы без разрушения связи. Это и есть целенаправленное действие. Пример: тебя обвиняют несправедливо. Первая реакция – защита. Хочется ударить словом, вернуть, закричать. Но если ты помнишь цель, не дать эмоции разрушить уважение, твои слова уже звучат иначе. Они служат намерению, а не раздражению. В момент накала просто молча напомни себе свою цель, как якорь, к которому привязан твой разум. Пусть все остальное бушует, но ты держишься за нее. Мусаси не воевал ради ярости, он двигался в направлении. Каждый шаг, каждое слово, каждый взгляд были направлены туда, куда он решил заранее, а не туда, куда его потянули эмоции. Целенаправленное действие – это финальная сцепка системы. Ты сохраняешь спокойствие не ради спокойствия, а ради того, чтобы достичь смысла. То, чему учил Мусаси, выходит далеко за рамки боя. Эти принципы не только о конфликтах, они о том, кем ты становишься, когда отказываешься жить на автомате. Эмоциональная дистанция – это практика непривязанности. Ты видишь эмоцию, но не теряешь себя. Ты не борешься с гневом. Ты разрешаешь ему пройти, не входя внутрь. Предвосхищающее осознание – это выход за пределы сиюминутного. Ты больше не пленник мгновений. Ты наблюдатель, который видит дальше текущего шума. Стратегическое дыхание – это телесное напоминание о непостоянстве. Вдох, пауза, выдох. Все уходит, все меняется. Ничто не длится вечно, включая ярость. А целенаправленное действие – это воплощение идеи увэй древнего даосского принципа действия без насилия над собой. Ты не борешься, ты направляешь. Ты не навязываешь, ты присутствуешь. Вся система Мусаси – это не о самоконтроле. Это о внутренней свободе, свободе быть в центре любой ситуации и не потерять ось. Мусаси оставил после себя не только тактику, он оставил карту, как не потерять себя среди чужой ярости. 4 принципа – это не приемы, это 4 уровня внутренней силы. Эмоциональная дистанция – ты уже не реакция, ты выбор. Предвосхищающее осознание – ты больше не удивлен, ты готов. Стратегическое дыхание – ты не сдерживаешь эмоции, ты направляешь их. Целенаправленное
Действие ты не споришь, ты движешься к смыслу. Это не защита, это искусство двигаться в любой ситуации из центра, а не с края. Но есть нечто большее. Каждый из этих принципов ведет к древней истине. Истинная сила рождается не в напряжении, а в непривязанности. Ты видишь эмоции, но не цепляешься за них. Ты ощущаешь момент, но не теряешь перспективу. Ты действуешь, но не из страха, а из ясности. В мире, где все отвечают сразу, тот, кто дышит, наблюдает и выбирает, становится неуязвимым. Он не вовлечен в каждую конфронтацию, потому что знает, по-настоящему сильный – это не тот, кто выигрывает каждый спор, а тот, кто вступает только в те, которые имеют смысл. Благодарю вас за внимание. Берегите тишину внутри себя. И пусть даже в шуме ваши шаги будут направлены смыслом.